Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Мировая известность пришла к Мишель Пфайффер после фильма «Лицо со шрамом» 1983 года с знаменитым уже тогда Аль Пачино. У Мишель есть две сестры и брат, которые тоже работают в кино. Только в России фамилию актрису произносят как Пфайффер, однако правильно считается говорить Пфайффер. В детстве Мишель частенько дралась со сверстниками, прогуливала школу, чтобы заниматься любимым серфингом. Журнал People 6 раз включал актрису в рейтинг 50 самых красивых людей мира. Читатели журнала Biography назвали Мишель Пфайффер самой красивой женщиной 1990-х. В 1998 году Мишель Пфайффер присоединилась к символическому клубу самых высокооплачиваемых актрис – $12 миллионов. Лучший друг Пфайффер – актер Джордж Клуни, а супругом актрисы стал телепродюсер Дэвид Келли, с которым она познакомилась во время игры в кегли. Мишель Пфайффер утверждает, что после окончания съемок не посмотрела ни одного своего фильма. «Опасные умы» 1995 года, Dangerous Minds. Остросюжетная драма режиссера Джона Н. Смита, адаптация книги «Моя компания не делает домашнюю работу», автобиографии Луэн Джонсон. Луэн Джонсон, Мишель Пфайффер, закончив службу в частях морской пехоты США, устраивается учителем английского языка в одну из школ Калифорнии. Ее учениками оказываются угрюмые подростки из бедных семей американского общества, большая часть которых ведет асоциальный образ жизни, состоит в уличных бандах, занимается торговлей наркотиками. Юные подопечные Луэн наотрез отказываются учиться. Для того, чтобы приобщить учеников к нормальному образу жизни и пробудить в них интерес к учебе, новоиспеченному учителю приходится использовать опыт, полученный на военной службе. В качестве саундтрека к фильму «Опасные умы» 1995 года использовался сингл знаменитого рэпера Кулио «Gangsta's Paradise», на который снят клип, схожий с сюжетом фильма. Основная масса людей познакомилась с фильмом «Опасные умы» 1995 года именно благодаря саундтреку к фильму, в том числе и я. Сцены с актером Энди Гарсиа в роли любовника героини Мишель Пфайффер в «Опасных умах» сняли, но при монтаже вырезали. Во время съемок фильма «Опасные умы» Мишель Пфайффер ждала ребенка. Чтобы это скрыть, создатели фильма прибегали к самым разным ухищрениям. Например, героиня Пфайффер носила длинные юбки, просторные свитера. Или же актрису снимали с таких ракурсов, чтобы не был виден ее живот. Несмотря на жанр драма и триллер, что соответствует действительности, в картине не чувствуется гнетущая чернушная атмосфера безысходности вокруг. Наоборот, фильм с Мишель Пфайффер «Опасные умы» 1995 года получился добрым, поучительным и жизнеутверждающим. «Один прекрасный день» 1996 года, «On Fun Day», мелодрама режиссера Майкла Хоффмана, названная в честь популярного хита 1963 года «On Fun Day» американской женской группы The Chiffons. В основе сюжета «On Fun Day» 1996 года лежат события, происходящие с героями Мишель Пфайффер и Джорджа Клуни во время всего одного дня. Джек, Джордж Клуни, журналист известнейшей газеты. Мелани, Мишель Пфайффер, архитектор. Джордж в разводе и периодически забирает себе дочь Мэгги, Мэй Уитман, а Мелани воспитывает сына Сэма, Алекс Де Линс. Дети учатся в одном классе, и однажды родителям приходится познакомиться, забирая опоздавших на экскурсию ребят с пристани. Поскольку у взрослых есть важные дела, они решают объединиться и передавать друг другу своих отпрысков весь день. Но из-за многих причин Джек опаздывает на интервью, а Мелани на встречу к заказчику. В течение одного дня они злятся, ссорятся друг с другом, мирятся, разговаривают, а к вечеру понимают, что начинают влюбляться друг в друга. Начало съемок фильма. Джордж Клуни и Мишель Пфайффер были знакомы уже много лет, с начала 1980-х, когда Клуни ухаживал за младшей сестрой Мишель, тоже актрисой Диди Пфайффер. В 1997 году фильм «Один прекрасный день» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня». Музыку к картине написал известный голливудский композитор Джеймс Ньютон Ховард. В честь 25-летия выхода фильма «Один прекрасный день» 1996 года Джордж Клуни рассказал, что его жене Амали и ее друзьям фильм понравился, и они не могут поверить, что картина не имела большого успеха в 90-х. «Замужем за мафией» 1988 года, Мэри Тотемоп. Комедия режиссера Джонатана Демми, снявшего фильмы «Молчание ягнят» 1990 года и «Филадельфия» 1993 года. «Замужем за мафией» 1988 года включен Американским институтом кинематографии в список 500 самых смешных американских фильмов. Начинается все на Лонг-Айленде, где дома набиты дорогой средиземноморской мебелью, люди одеваются в дорогие костюмы в полосочку, а женщины проводят почти все время в парикмахерских. Анджели де Марко, Мишель Пфайффер, жене подающего надежды гангстера Фрэнка Агуса де Марко, Алек Болдуин, надоел криминальная ментальность окружающих людей, и она хочет смены обстановки. После того, как Огурца застукался своей любовницей и убил босс мафии Дон Тони Тигр Руссо, Дин Стокуэлл, двое агентов ФБР решили, что Анджела и Тони состоят в любовной связи.
Анджела вместе с сыном переезжает в квартирку на Манхэттене, но агенты продолжают слежку, связывая уже ее деятельность с грязными делами мафии. Конечно, в соответствующий момент между Анджелой и агентом Майком Дауни, Мэтью Модайн, вспыхивает страсть. Мишель Пфайффер получила свою первую номинацию на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Замужем за мафией». Джессика Лэнг должна была сыграть Анджелу де Марко, но отказывалась, ибо ей не нравился сценарий Марио Тотемо 1988 года. Позднее роль отошла Мишель Пфайффер, которая первоначально тоже ответила отказом, но после нескольких внесенных изменений все-таки согласилась. За фильм «Замужем за мафией» 1988 года Мишель Пфайффер получила свой рекордный на то время гонорар – $750 тысяч. На роль Майка планировался Том Круз, но актера постоянно что-то не устраивало. В итоге сценарий «Замужем за мафией» из-за него полностью переписывали 6 раз, но Круз все равно отказался от съемок, и на его место подписали Мэтью Модайна. Режиссер Джонатан Демми был так разочарован, что ленту очень сильно порезали, что включил часть вырезанных эпизодов в титры фильма «Замужем за мафией» 1988 года. Шерри 2009 года. Шерри. Костюмная драма Стивена Фрирза о любви проститутки и сына ее подруги. Экранизация романа Колетт 1920. Стивен Фрирз, автор оскароносных «Опасных связей» 1988 года, вновь шагнул на территорию костюмированных драм и преуспел в этом. Шерри 2009 года может похвастаться идеальными декорациями и великолепно подробными костюмами, и его смело можно назвать самой красивой картиной года. Музыку к фильму «Шерри» 2009 года написал Александр Деспла, стремительно вошедший в узкий круг лучших композиторов мира, пишущих саундтреки для кино. Историю любви между Леа, Мишель Пфайффер, прекрасной куртизанкой в отставке, и Шерри, Руперт Френт, сыном ее старой коллеги, соперницы мадам Пелу, Кэти Бейтс. Леа обучает испорченного, но неопытного юнца тонкостям любви. Их роман длится вот уже 6 лет, но мадам Пелу тайным образом женит Шерри на дочери другой богатой куртизанки. По мере приближения неотвратимого момента расставания, Леа и Шерри пытаются примириться с разлукой, но удовольствие и легкость, связанные с любовью, уже проросли в их жизнях настолько глубоко, что только сейчас влюбленные начинают понимать, как много они значат друг для друга. Любопытно, что из «Опасных связей» в Шерри, кроме режиссера, перекочевали и сценарист Кристофер Хэмптон, и актриса Мишель Пфайффер, в свои 50 лет прекрасные как никогда. Когда проект фильма «Шерри» разрабатывался в 1990-х, Джессика Лэнг планировала сниматься в роли Леа де Лонваль, впоследствии доставшаяся Мишель Пфайффер. Американский фэнтези-фильм «Леди Ястреб» 1985 года «Леди Хок» был снят режиссером Ричардом Доннером с Мишель Пфайффер, Мэтью Бродериком и Рутгером Хауэром в главных ролях. Основой для фильма «Леди Ястреб» послужила средневековая легенда о двух заколдованных возлюбленных. Сейчас картина «Леди Ястреб» 1985 года считается классикой, при том, что в прокате не окупилась, хотя взяла премию «Сатурн» как лучший фэнтезийный фильм. Фильм «Леди Ястреб» номинировался на премию «Оскар» 1986 года за лучший звук и за лучший монтаж звуковых эффектов. Злой епископ-колдун Джот Вуд наложил заклятие на влюбленных друг друга красавицу Изабо Мишель Пфайффер и рыцаря Этьена Наварского Рутгер Хауэр. По ночам рыцарь превращается в волка, а девушка в ястреба днем. Слуги епископа преследуют их уже 2 года, но удача пока улыбается влюбленным. С помощью маленького воришки Филиппа, Мэтью Бродерика, они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного колдуна и снять с себя черное проклятие. Изначально Доннер хотел, чтобы роль Этьена исполнил Курт Рассел, но Рутгер Хауэр, очень хотевший получить эту роль, настоял на своей кандидатуре. Музыку к фильму «Леди Ястреб» написал Эндрю Пауэлл, работавший в то время с группой The Alan Parsons Project в качестве композитора и аранжировщика, а в роли звукорежиссера выступил основатель группы Алан Парсонс. Изначально на роли епископа-колдуна в фильме «Леди Ястреб» Ричард Доннер планировал взять Мика Джаггера. Мелодия, под которую леди Изабелла и Филипп Гастон танцуют в конюшне, это настоящий итальянский танец XIV века под названием тротто. Фильм с Мишель Пфайффер «Леди Ястреб» 1985 года снимался в Северной Италии, в настоящих средневековых крепостях и замках, 3 из которых принадлежали итальянскому режиссеру Лукино Висконти и его семье. В роли волка снялось аж 4 зубастых красавцев, в роли ястреба 2 краснохвостые сарчихи, одну из которых в память о фильме в 2000 году переименовали в «Леди Хок».